Зачем на самом деле поменяли Шойгу? Президент Литвы приготовил забористое послание Путину. И что происходит с украинской ПВО? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Грузии продолжается борьба с законом об иноагентах как в парламенте, так и на улицах. Есть ли у вас вопросы или замечания? Путин планирует длительную войну. Для этого кадровые ротации. Его основная задача – это перевести экономику России на военные рельсы. Алексея Навального наградили премией мира посмертно. В феврале 2015 года два российских политика – Алексей Навальный и Борис Немцов – придумали организовать и провести большой антивоенный митинг в Москве. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Так вы можете поддержать нашу работу, и для нас это очень важно. Поехали. Путин готовится к затяжной войне, поэтому меняет руководителей Минобороны и, возможно, тем самым готовится к будущей конфронтации с НАТО. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Андрей Белоусов, который придет на смену Шойгу, длительное время занимался различными российскими инновационными проектами в области оборонно-промышленного комплекса и беспилотниками. Все это хорошо подготовило его к руководству аппаратом Министерства обороны России. Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным. Аналитики утверждают, что все эти замены могут означать, что Путин планирует мобилизацию российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и Европе. Также аналитики пишут о том, что Путин старается вытеснить чиновников, которые занимались безопасностью, на периферию, чтобы не увольнять их, как раньше поступал с генералами, тоже вытесняя их на какие-то периферийные должности. Генерал, свадебный генерал, МЧСник, да, оленевод Шойгу, преданный товарищ, который возил Путина в тайгу общаться с шаманами, он руководитель географического общества, исторического, военно-географического, военно-исторического общества, становится главой Совбеза РФ, а на Министерство обороны идет гражданский экономист. Это говорит о том, что его основная задача – это перевести экономику России на военные рельсы. Причем сам же он, еще будучи вице-премьером, говорил о том, что нет военной экономики, мобилизации экономики, а есть мобилизация общества. Это свидетельствует о том, что с Украиной война будет долго. Часть экспертов, мы, в общем-то, считали и оценивали российские бюджеты, российские концепции уже в минувший период. Так, на основании тех цифр предполагали, что 2024-2025 год – это кульминация войны России с Украиной, а далее она должна пойти на спад по путинским расчетам тогда. Но сейчас, очевидно, все не так. Обстрелы Украины становятся все более смертоносными, пишет The Wall Street Journal. За последние полгода противовоздушная оборона страны перехватила 46% выпущенных ракет. Если учесть, что в предыдущие полгода 76%, то результат не очень радужный. В прошлом месяце показатель перехвата упал до 30% ракет. Уровень перехвата беспилотников дальнего радиуса действия «Шахедов», которые легче сбить за последние 6 месяцев, снизился лишь на 1 процентный пункт до 82%. В издании считают, что такая ситуация возникает из-за того, что Россия увеличила количество ракетных атак, используемых беспилотников, и запускает больше снарядов и ракет, которые трудно сбить, к примеру, баллистических ракет. Действительно ли украинское ПВО стало хуже работать, или действительно российские ракеты лучше стали находить цель? Мы спросили об этом у военного эксперта. По статистике, по ежемесячно выпускаемым целям, если в прошлом году там было насчитывалось порядка 400, 425, я уже
не помню, то в этом году это примерно 600 целей в месяц. По шахедам увеличилось количество вдвое. По ракетам, по баллистике, там, по-моему, втрое увеличилось за последние 6 месяцев. То есть меньше стало калибров, меньше авиационного базирования ракет, стратегических бомбардировщиков, больше более опасного оружия. Можно сравнить вот за год хотя бы разницу, насколько они становятся сложнее. Мало того, что применяется более широкий спектр оружия, оно используется более скоординированно. Так что в одну точку должны прилететь примерно одновременно там и крылатые ракеты, и баллистика в то же время. Да? Это усложняет работу ПВО, крыша едет, извините. Это чем больше целей с различными параметрами по разным направлениям, с разными скоростными параметрами и высотными параметрами, и с ними становится значительно сложнее справиться. Россияне учатся. В Грузии продолжается борьба с так называемым законопроектом об иноагентах. Комитет по юридическим вопросам грузинского парламента его одобрил. Голосование в комитете – это фактически последний шаг перед голосованием в парламенте. Законопроект был повторно внесен правящей партией «Грузинская мечта». Несмотря на протесты общественности, предлагаемый закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и медиа в Грузии, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, как такие, что преследуют интересы иностранной державы. Одобрение законопроекта на заседании комитета прошло на фоне акций протеста у здания парламента и по всей стране. Рассмотрение представленного текста только с грамматическими и редакционными вопросами. Есть ли у вас вопросы или замечания? Вопросов и замечаний нет. Итак, кто за то, чтобы поддержать представленный текст? Большое спасибо всем присутствующим членам комитета. Проект получил поддержку. Заседание комитета завершено. Критики утверждают, что законопроект создан по образцу аналогичного российского законодательства, которое используется для подавления инакомыслия. Законопроект об иноагентах будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента во вторник. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в воскресенье о своем намерении наложить вето на этот закон, даже если он будет проголосован в парламенте. Президент Литвы победил в первом туре президентских выборов. Ему уступает набравшая почти вдвое меньше голосов действующий премьер-министр республики Ингрида Шимонита. Гитанас Науседа уверен, что победит и во втором туре тоже. Даже ответил на вопрос, какое послание он подготовил бы Путину. Мое послание Путину. Я не хочу разговаривать с Путиным ни по телефону, ни другими способами. И мы должны оставаться едиными и не уставать от этой войны, потому что это критически важный этап этой войны. И только будучи решительными, будучи продуктивными, мы можем поддержать и выиграть эту войну. Украина должна выиграть эту войну. Другой альтернативы нет. Также президент и кандидат в президенты Литовской Республики говорит о том, что сейчас помощь Украине остается самым главным вопросом. Помощь не только словами и заявлениями, но и оружием, военной техникой. И по мнению Науседы, это все еще проблема. Цитирую: «Мы принимаем решения, но реализуем их очень медленно». Алексей Навальный получает премии и после смерти. Политик награжден Дрезденской премией мира посмертно. Вместо него награду приняла из рук экс-президента Германии Иохима Гаука вдова политика Юлия Навальная. В феврале 2015 года два российских политика, Алексей Навальный и Борис Немцов, придумали организовать и провести большой антивоенный митинг в Москве. Ведь война шла уже и тогда. Путин уже начал перекраивать границы в Европе. Накануне этого митинга Борис Немцов был застрелен у стен Кремля. Но никаких последствий для Путина это ужасное преступление за собой не повлекло, как и многие другие преступления. В своей речи Навальная предостерегла от желания некоторых западных политиков договориться с Путиным. Она заявила, что посвящает Дрезденскую премию мира россиянам, которые продолжают бороться за мир в своей стране, несмотря на риск, которому они подвергаются. Она также объявила, что передаст денежный приз в размере 10 тысяч евро семьям двух заключенных соратников Навального – Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. В
то же время стало известно, что Лилия Чанышева, глава штаба Навального в Уфе, написала прошение о помиловании. Российский пропагандистский канал Russia Today публикует эту информацию вместе с фотографиями якобы заявления Чанышевой. Я хочу еще раз напомнить, что все, что мы делаем благодаря вам и для вас. Поэтому ваше спонсорство, ваши донаты и то, что вы нажимаете кнопку «Супер спасибо», тем самым поддерживая нас, позволяют нам снимать новые и новые видео. И мы вам за это очень благодарны. Продолжайте так делать, пожалуйста, и дальше. Кроме того, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы. Все это, конечно же, очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.